Владимир Петрович, немолодой солидный мужчина, преподаватель истории в столичном университете, переселился из квартиры в центре в один из новых жилых комплексов ближнего Подмосковья. И не пожалел, получив то, что хотел – тишину и природу в виде леса, окружавшего закрытый комплекс, речки, протекавшей поблизости, он почувствовал новый прилив бодрости и сил. Больше всех, пожалуй, радовались этому его собаки. Морозным зимним вечером Владимир Петрович вышел на прогулку с Греем и Левой. Он всегда гулял в это позднее время, так получалось в рабочие дни. Питомцы привыкли к такому распорядку и собирались сами. Поторапливая хозяина, собаки, нетерпеливо поскуливая, наперебой совали ему в руки ошейники, шлейки, поводки. «Давай быстрее!» К счастью, в этом плане он был не одинок. Многие жильцы уже спали, но владельцы собак не могли позволить себе этого удовольствия. Хозяева допоздна гуляли с засидевшимися за день питомцами, чтобы рано утром опять пойти на прогулку. Собачники позже всех ложились спать и раньше всех вставали. Они шли к собачьей площадке, где уже собрались ее завсегдаты. Проходя мимо припаркованных авто, Грей и Лева вдруг остановились возле белой иномарки. Встав на задние лапы, они пытались что-то рассмотреть в салоне через стекла, покрытые морозными узорами. «Кто там? Кого вы там увидели?» Из машины послышалось тихое собачье поскуливание, переплетающееся с протяжным переливчатым мяуканьем. Хозяин собак попробовал заглянуть через лобовое стекло. Из оттаившего изнутри от теплого дыхания островка на него смотрели грустные собака и кошка. Обойдя машину, он подергал ручки дверей. Закрыто. «Странно, кто же это оставил их в мороз?» — подумал Владимир Петрович. «Наверное, хозяева приехали в гости и скоро придут». На площадке было весело. Грей и Лева побежали поприветствовать своих приятелей и подключились к их играм. «Ребята, никто не знает, что за белая машина стоит возле 5-го дома. Там кошка с собакой сидят. Я и не знал, что в ней кто-то есть. Она уже с прошлой недели там стоит по ночам, а утром уезжает», — сказал хозяин озорного пуделя. «Надо обязательно узнать, в чем дело. Друзья, поспрашивайте соседей, а я сейчас напишу в нашу группу. Обещают сильные морозы. Нельзя этого так оставить». Никто ничего не знал. Собака и кошка опять провели ночь в автомобиле. Обратились, объяснив причину, к участковому. Он пообещал помочь. Собачники волновались. Узнав о происходящем, подключились и кошатники, народ неравнодушный и дружный. Некоторые предлагали вскрыть машину, но, посоветовавшись, решили подождать ответа от участкового. Исполнительный офицер по госномеру авто установил по служебным каналам личность и номер телефона владельца. Алексей отнесся к звонку Владимира Петровича настороженно. «А что случилось? Я здесь не живу, просто заезжаю иногда к другу. Это не запрещается, а мои собака и кошка ждут меня. Не волнуйтесь, они никому не мешают. Здесь любят животных. Я просто хотел бы поговорить с вами, как обычный человек». Разговаривали поздно вечером возле его машины. Рядом с ними, поев, прогуливались те самые собака и кошка. Были они какие-то несчастные, неприкаянные. Когда Владимир Петрович потянулся погладить Линду, кошка, сидящая прямо у нее на спине, зашипела. «Масяня у меня добрая, но она охраняет от незнакомых свою Линду», — горько усмехнулся Алексей. Хозяин ночных пассажиров рассказал Владимиру Петровичу свою историю. Алексей, каменщик по специальности, приехал в Москву из Пскова и устроился на стройку. Неофициальная зарплата была высокой. Он снял в пригороде домик, вызвав к себе гражданскую жену Тамару. Вскоре скоропостижно умерла мать, оставив ему хорошую ухоженную квартиру и свою овчарку Линду. Он привез к себе осиротевшую собаку. Линда, сильно тосковавшая по старой хозяйке, относилась к ним выборочно. Она признавала только Алексея. К Тамаре умная собака относилась равнодушно-настороженно, не спеша доверять. Заработки позволяли осуществить его мечту. Он поступил на платной основе на заочное отделение строительного университета. Тамара,
окончившая педагогический колледж, через кадровое агентство официально устроилась няней в очень состоятельную семью. Тогда-то она и предложила мужу купить хрущевку на окраине столицы. Для начала нужно было продать квартиру матери. Убеждать и уговаривать Тома умела, и он согласился. Поскольку у него совсем не было свободного времени, занималась всем шустрая Тамара. Она быстро нашла подходящий вариант и торопила его с продажей, заставив сбросить цену. Вырученных денег значительно не хватало. Пришлось взять ипотеку, оформив документы на ипотеку и квартиру на официально работавшую Тамару. Кошка Масяня пришла к ним сама, правда, не без помощи Линды. Весной на прогулке к собаке бесстрашно подошла мокрая кошка и стала ласково тереться об нее грязными полосатыми боками. Овчарка, никогда не любившая кошек, не прогнала бродяжку, а, наклонившись, внимательно рассматривала. Воспользовавшись этим, кошка приникла к ее уху и тихонько что-то говорила на своем языке. Линда, похоже, внимательно слушала. Неизвестно, о чем они договорились, но, пока гуляли, маленькая бедолага больше не отходила. Вместе с ними она направилась домой. Это было удивительно, но если кошка отставала, то Линда останавливалась и поджидала ее, игнорируя команды хозяина. Так хитрая кошка Масяня сама устроила свою судьбу и стала домашней. Тамара была не в восторге от новой жилицы, но быстро привыкла, полосатая Масяня сумела очаровать ее. Алексей, работавший на износ, досрочно погасил долг перед банком. Купили для начала скромную обстановку, подержанный автомобиль и только собрались спокойно вздохнуть, как он, зазевавшись на работе, получил серьезную травму. На операцию и лечение ушли последние деньги. Теперь он не мог больше работать на стройке и ходил, опираясь на трость. После этого семейная жизнь дала трещину. Начались скандалы. Тамаре Алексей стал больше не нужен. В итоге собственница квартиры, собрав вещи, выгнала его вместе с Линдой, сменив замки. Следом выбросила на площадку и Масю. Забирай, все трое оказались на улице. Единственным убежищем была машина. О том, чтобы снять жилье, не было и речи. Тогда пришлось бы бросить учебу. Алексей устроился работать кладовщиком. Работал за двоих. Ему разрешили ночевать в теплом помещении склада. Учебу он не бросил, последний курс. Надо выстоять. Денег на жизнь даже при строгой экономии хватало с натяжкой, но он ни за что не мог расстаться с собакой матери и маленькой умной Масяней. Линда не чаяла в ней души и не могла прожить без своей подружки 5 минут. А он, хозяин, готов был остаться голодным, чтобы только накормить своих питомцев. Так они и жили потихоньку, скромно, никому не мешая. Старшая кладовщица, поначалу кокетничавшая с симпатичным новеньким и оскорбленная отсутствием внимания с его стороны, не взлюбила Линду с Масяей. Она стала жаловаться начальству, что в комнате все провоняло от собаки и кошки кладовщика, на ходу придумывая все новые причины. Это было неправдой, но начальнику это надоело. Зимой, когда начались морозы, он попросил Алексея прекратить ночевки на складе и убрать своих животных. У Алексея остался телефон земляка, работавшего с ним на стройке отделочником. Позвонил Антону. Тот тоже уволился и занимался ремонтом квартир частникам. Это было более выгодно. Сейчас он отделывал новую квартиру заказчицы в этом ЖК и в ней же жил. «Лёш, ты можешь только ночевать у меня по-тихому, но с собакой и кошкой никак нельзя. Не обижайся». Хозяйка строго предупреждала, что сразу выгонит. Вот так и жил сейчас молодой мужчина. Днем Линда с Масяней сидели в машине у складского комплекса, а ночью у жилых домов. По нескольку раз за ночь Алексей вставал и шел заводить двигатель, чтобы прогреть салон. Линда с Масяней в это время приваливались к нему с двух сторон и лежали неподвижно, закрыв глаза. Они не понимали, почему не могут быть рядом с хозяином. Теперь, если об этом узнает хозяйка квартиры или участковый. Ехать мне некуда, машину я продать не могу, хоть какая-то крыша над головой. Все у вас будет хорошо. Владимир Петрович, задумавшись на минуту,
потрепал по голове Линду, почесал за ушком Масяню и объявил в их группе общий сбор заинтересованных во дворе. Через день, накануне выходных, Алексею вручили ключи от небольшой жилой дачи в соседнем поселке, принадлежащей хозяевам двух братьев-добермав. Он мог проживать там со своими любимцами совершенно бесплатно. 19 жителей комплекса решили взять шефство над Линдой и Масяней. Они сообща организовали фонд ночных пассажиров и закупили корм. Все коммунальные услуги также должны были оплачиваться из фонда. Помощь была рассчитана до осени текущего года, что позволяло хозяину закончить обучение и устроиться на высокооплачиваемую работу. Среди участников был юрист, который взялся помочь Алексею в спорном квартирном вопросе, и врач-реабилитолог, грамотно назначивший ему курс лечебной физкультуры. Это было похоже на сказку, сразу столько добрых людей. Алексей был растерян и растроган до слез. Я говорю от всего сердца спасибо от себя и от Линды, с Масяней обещаю вернуть мой долг перед всеми вами, все до последнего рубля. Волнение не давало ему говорить, но он добавил: если бы не Линда и Масяня, не знаю, выдержал ли я все это. Они мне помогали. Теперь Алексей, Линда, Масяня и все те, кто стали участниками или узнали об этой истории, точно верят, что свет не без добрых людей. Даже в наше непростое время.